Марина, доброе утро. Доброе утро. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного, добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые тайны истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что мы можем предложить вам персонализированные услуги по энергетической и эзотерической чистке, как посредством онлайн-сеансов, так и посредством фотографий. Сегодня Марина войдет в состояние глубокого гипноза, не зная предмета исследования. Я решу, куда мы пойдем, и она узнает все в режиме реального времени. Итак, расслабьтесь и приготовьтесь к трансцендентному путешествию. Желаем вам захватывающего просмотра. Как ты находишь это пространство? Высоко. Но оно закрытое пространство. Закрытое. Скорее кораблик какой-то космический. Хорошо, Марина, на счете 3 повысим наши уровни энергии и вибрации до максимального значения. Один, два, три. И на счете Они, 3 они уже максимальные. отправимся в такое пространство, позволяющее нам сегодня провести сеанс исследования. Один, два, три. Что-то изменилось. Да. Мгм. Хорошо. А теперь на счете 3, Марина. Я приглашаю перед нами ту сущность, которая в миру была Саибабой. Один, два, три. Появился. Я не знаю, кто это. Ну, что-то изменилось в пространстве, и я Мгм. недовольство ощущаю. Условно заколебали. Мгм. Что-то ты воспринимаешь, какую-то форму. Очень аморфное, абстрактное и, я бы не сказала, что-то из верхних. Но мне больше каких-то, как это скажем, нижних напоминает по Мгм. каким-то ощущениям, но он здесь условно может находиться, потому что мы сейчас были где-то в верхах, и он здесь условно нормально может находиться, но то ли он сейчас там должен быть, то ли что. Сейчас он для меня как, ну, не такой аморфный, как бы не милый там какой-то кусочек энергии, а скорее такой Ну, тут сказал не милый раздражен. кусочек Да. энергии, да. Такой большой большой большой, огромный кусок такого чего-то возмущенного. Попроси его принять привычный образ человеческий, который он имел при жизни. Принял. Ну, есть какой-то Мгм. образ. Сейчас это очень худой, высокий мужчина с что-то типа на голове с необычно большим каким-то тюрбаном,
Не знаю, что это, он какой-то очень необычный. Какая-то шапка. В белых таких летящих одеждах. Худющий, высокий. Вот у меня такой образ. Хорошо. Ты позволишь мне общаться с ним? Ты у него лучше спроси, Нет, я у хочет ли. тебя сперва спрошу, если ты мне позволишь через твои голосовые связки только общаться с ним. Ну, я могу передавать. Хорошо. Нет, я бы хотел с ним переговорить. Да говори уже. Оставь мне с ним на счете 3. 1, 2, 3. Сатья Нараяна Раджу, приветствую тебя. Такое, хм, ну, как бы, изначально, когда ты стал, как бы, условно общаться, недовольство усилилось, а тут такое было, как, м, типа, ты так умеешь, приветствую, Ну а что? тебя заинтересовал. Мгм. Ну, мое обращение к Хорошо, тебе нормальное. заинтересовал. Мгм. Кем ты осознавал себя в моменты полной искренности, когда оставался наедине с тобой? Щас, подожди, у меня какое-то состояние, а я слишком приблизилась или что? И надо мне немножко подальше отлететь. Меня как подминает эта энергия. На Не счете мо 3 ставим защиту. 1, 2, 3. Давай продолжим. Мне повторить вопрос. я могу не пойму, что у меня за ощущения. У меня руки такие, как огромные, огромные. Я, ну, и немножко такое, как муха, замедленная какая-то, не знаю, ассоциация, как какая-то бесформенная каша я, в смысле, почему-то такая. А что это за энергии такие? Ах, что это? Вот просто он мне тоже такой же какой-то бесформенной массой представлял, а я сейчас сама такой становлюсь. Что это за суть их А ты такая? сканируй его ДНК. Что у него за ДНК астральная? Хочется сначала опять отсоединиться. Я как-то, знаешь, он как будто бы подминает, А ты ставь как экран. На знаешь, счете как 3 экран ставь робот-пылесос. между тобой и им. 1, 2, 3. Запрещай влиять на тебя. Что за ДНК у него? Что за муха? Это что? Хочется сказать, было слово как перевоплощается, в смысле прямо в моменте. Может много иметь, ну, как бы, скажем, лиц или что, то есть один в одного, один в одного, я не знаю, как это сказать, много, много чего-то. Очень, как бы, скажем, ну, надменное ощущаю такую, даже по отношению ко мне такое, хм, высокомерное. Он не осознает, кто перед ним находится? Нет. Давай на счете 3. Сейчас мне надо сначала стать собой. Он все-таки очень влияет даже через эти экраны. Я такой становлюсь большой котлетой какой-то. Надо, ну, ограничить влияние. На счете 3, Марина, мы начинаем расти, и он остается мухой,
А мы огромные. Один, два, три. Ну что, Он тоже растет, как тоже знаешь, растет? в смысле, ах, вы так вот надо Да, сейчас мы так. по-другому. Мгм. Просто, знаешь, была ассоциация, что как какой-нибудь варан там или кто-то плюнет ядом, а потом ждет, когда жертва В- Воздействие. онемеет. Мгм, И мгм. тут тоже, типа, чтобы подмять. Так, что за природа? Ну, вот хищническая природа. Сейчас я немножко Почему ты отлетела. сказала муха? Это что, Это инсектоид? инсектоид слишком мелко для этого, для него. По ассоциации просто было так же, как муха плюнет, а потом ждет, когда еда переварится, чтобы ее съесть. Тут вот что-то типа такого же. Марина, это он или какая-то сущность, которая представляет его? Или находится. Нет, я бы его так и... Ну, то есть, что это там он? Мгм. Ладно, давай я сейчас ему расскажу. Мгм. Давай поговорим. Хорошо. Убрал вот это воздействие. Можно Кем говорить. он себя осознавал в моменты полной искренности, когда оставался наедине с собой? Что-то типа, я понимал, что я обычный человек. Ну, в смысле, что вот он человек, да, но он Мгм. с детства мог больше, чем другие. Это он тоже осознавал. Именно на физику как-то воздействовать у него получалось. Сейчас что-нибудь примеры попрошу. Он делал это обычно, где не видно. Ну, в смысле, в одиночестве, чтобы Мгм. не спалили. Я Он щас показывает что-то типа, знаешь, как у лягушки язык там хоп за мухой удлинился, Мгм. и это, то есть у него какие-то изменения на физике могли быть, несвойственные человеку. Ну, типа что-то там удлинилось, чтобы захватить, вернуться обратно. То есть для него это как-то было естественно и забавно. М. Со взглядом еще что-то как-то парализовать, допустим, кого-то. Он так над этими жучками развлекался какими-то в детстве. Типа вот в детстве понял, что он чем-то отличается. Но для меня он условно богатый какой-то, потому что я сейчас его вижу в каких-то, вот, ну, как я уже сказала, в каком-то таком одеянии, как не распознаю, как какие-то там, не знаю, персы ходили или что. Вот Мгм. в таком как бы халате и с тюрбаном большим на голове. И палаты тут большие, я имею в виду, как мы в каком-то объемном пространстве с колоннами, богато украшенном. Вот, все. Так, кем осознавал? Нет, он понимал, что он человек, но у него функционал немножко шире, и в смысле физические возможности его поначалу забавляли, и он так просто развлекался над какими-то букашками. Ну, М, ДНК у него, посмотри. мгм. Что-то больше вот почему-то мне все вот эти фишки, они какие-то, ну вот как условно хамелеон, какие-то Мгм. земноводные. Вот оттуда идут, эти, примесь, хочется Мгм. сказать. Мгм. То есть там целый коктейль, да? Группа крови, она как будто бы, ну, допустим, у что-то хочется сказать, типа третья группа крови, она обычно
связано, мне кажется, сейчас вот с какими-то рептильными этими, а у него еще больше концентрация чего-то была дана, которая на физике вот так вот отражалась. То есть как будто бы условно двойная доза какого-то вещества. Не знаю какого, которое, ну, это в ДНК, которое активировало, получается, какие-то вот такие физические возможности. Хорошо, продолжим. В какой момент ты принял решение создать персонаж Саи-Бабы? И что стало ключевым триггером этого решения? Но ему все забавно. То есть он как бы однозначно понимал, что он умнее, чем окружающие, и просто так вот, ну, забавлялся. Играл. Да, ему забавно. Этот персонаж какой-то жестокий? Да, нет? Ну, вот мне как-то ассоциация. Ну, что он вот, хочется сказать, как раньше играл в этих, ну, условно, с кузнечиками, то вот потом начал играть с человечками во что-то. Забавно поначалу. Ну, ему было около 20, то есть совсем молодой, мне хочется сказать. Ну, как по лицу я вижу, молодой, ему просто забавно стало. Такое все. Как происходил внутренний диалог между твоей человеческой природой и созданным божественным образом? А не было никакого диалога. Я бы сказала, что вот, как бы скажем, он жил в этом вот, в божественном, Он ну, вошел и там оставался, да? ну, в смысле, что он, себя воспринимал с рождения как я другой, я не просто человек, я другой, могу вот так вот влиять на как-то на людей. Вот так же, как меня в начале самом замораживать их сознание, влиять, как вот, ну, он это мог тембром голоса. Сейчас пойму. Как змея, знаешь, когда говорят, что кобра там смотрит своими двумя глазами и гипнотизирует. Вот он как-то так на людей влиял, как бы, и все, волю их так под себя подминал. М, Что? Короче, он не был никакого диалога между божественным и человеческим, потому что человеческого не было. То есть Мгм. он изначально осознавал себя другим, вот с другими способностями, Но это был воображаемый божественный образ или... божественным. Ну, а почему, как бы слово божественный не, он ведь ну, как бы к себе не применял божественный или как? То есть он просто был вот, ну, заметил, что он другой человек Мгм. с другими возможностями, что сначала развлекался, потом они все тупые, как бы, ну, он потому что умнее, он ими манипулировал, видел, как, что мне хочется сказать, что он как этот, как, ну, условно, не- под, как я говорила, богатый в каком-то местности, где и у него есть в подчинении люди, как бы по званию, по роду, рождению он там какой-то, у которого есть слуги. И он слуги, это не просто слуги, а какие-нибудь там, хочется сказать, визири-канцлеры. То есть это не посудомойки, а большие как бы умные дядьки. И он Мгм. им там манипулировал, вот это он развлекался. Ну, типа интриги там как-то сталкивал, вот это его все забавляло. Я бы сказала, что он весьма высокомерен и надменен с точки зрения человека. И, и вот. И что? И в чем был вопрос? Внутренний диалог между... Внутреннего диалога не Да. было.
потому что он все время вот просто так играл человечками, как в шахматы. Волю подминал под себя, ну, как вот, как Он я сказала. вошел в этот образ и там Он не оставался. входил в образ, он родился таким. Мгм, Вот мгм. просто таким родился. И поэтому ему было забавно, как человечки вот так вот себя ведут, как он захочет, и не видят никаких условно интриг и подводных камней, и волю, ну, просто видит и рвет как бы даже в открытую. Хорошо. Что ты испытывал, наблюдая, как миллионы людей поклоняются тебе? Удовлетворение, страх, удивление или нечто иное? Да, тут, как бы скажем, высокомерия хватает, чтобы получать от этого удовольствие. Ну, как бы, да-да, все нормально, кланяйтесь. Я такой. Ну, я вот это считываю. То есть удивления не было, просто М, удовлетворение. мгм. Но он ведь это тоже какая-то как потеха была. Условно, он какие-то, как явить чудо для них тоже мог, для демонстрации чего-то. Чудо-юдо, да? Ну, типа, чтобы все простые люди еще больше ахнули. Давай, яви какое-нибудь чудо. Пускай раскрою технику материализации вибхути и предметов. Был ли это развитый психокинез, иллюзия или нечто другое? Это реально он мог делать. Материализовать. Мгм. Сейчас мне тут застилается картинка с чем-то всем светлым, но надо ее профильтровать, чтобы увидеть. Поставь фильтр против иллюзий, чтобы ты видела только истину. Он просто обладал таким навыком, как он говорит, соткать объект, ну, желание который хочешь материализовать из частиц пространства. То есть он вот из эфира их Из так, энергии, да? из эфира как Из эфира. бы материализовывал, условно, искренне и по-настоящему. Для него это не было вообще никакого труда. Это вот как раз можно было, как вот, как я сказала, людям какой-нибудь фокус показать, чтобы они начали поклоняться. А как работал механизм чтения мыслей? Ты подключался к энергоинформационному полю или считывал микровыражения и психологические паттерны? Ни то, ни другое. Сейчас посмотрю. Скорее он сканировал волновую активность мозга конкретного человека и условно идентифицировал ее, ну, а, преобразовывал в метафоры, как это, в Мгм, образы. Вот так вот глядит, как бы условно, как сканером сканирует, знаешь, идет как ассоциация, все тоже рептильное свойство, волны считывать. мгм, Ну, типа, знаешь, как там змея видит в красном, в этом инфракрасное излучение, что-нибудь мгм, такое. мгм. Так у него тоже была способность. Он смотрит на мозг, прям вот Считывать сконцентрировал. ментал, да? Хочется еще раз сказать, волновую активность Мгм, и преобразовывать вот эти волны интерпретировать в мгм. образы эмоциональные. То есть он вот так вот считывал мысли, просто условно на физике. Ну, это же физические законы. Мы думаем, мы распространяем энергию мозговую, он ее улавливает и преобразует. То есть это его суперспособность такая.
поэтому он сразу любого забавлялась забавлялся, когда какие-то его эти, ну, я вижу сейчас какие-нибудь там условные люди, которые, сейчас бы мы их назвали какими-нибудь там монахами монастырей буддийских, что-нибудь такое, которые сидят в этом и не думают ни о чем в полной пустоте. Вот у него были тоже встречи с такими, как будто бы вызов, а они сидят в полной пустоте, ему забавляло, знаешь, как кто первый что-нибудь подумает. Вот они же сидят, И что см- именно за мысль возникнет, да? просто вот пустота, пустота, и типа, знаешь, как в моргалке играть. Ты подумаешь первый что-то, или я. Вот пусто, пусто, ничего, а потом, подумал все-таки, подумал, смотри. А что стояло за исцелениями? Активация внутренних резервов пациента, плацебо или направленная энергия? Его воздействие, опять же, вот это же по изменению материи. Ну, как бы условно рана, которую можно затянуть, но это же материя, материя, как бы изменение материи вот таким же образом, как и возникновение объектов на эфирном плане. На эфирном в плане воздействия на эфир и м, изменение состояния конкретной клетки. Можно какой-нибудь процесс посмотреть? Но он ментально задает программу, и все, у него То есть просто... он считывает коды здорового Он знает. состояния Не и считывает, просто сразу передает программу на исцеление. Вот этом в клетке. Как бы именно, опять же, как частица эфира, которая есть там условно больная клетка, а ну-ка стань здоровой. Он на них воздействует. Ему опять же это, ну, я не слышу в этом всем условно любви к человечеству или сострадания, или там желания помочь. Это тоже как забавка такая, ну, типа, показать свою не, значимость, типа, да? о, опять приперлись, ну на тебе, тебе, все, иди. Вот, ну типа этого вылечил, этого, все, отстаньте. Как отбирал удачные случаи для демонстрации чудес и что делал с неудачными попытками? Не нужно было никаких отбирать удачных случаев, словно все случаи удачные. Просто, ну, вот, любой объект он мог изменить. Не нужно никаких специальных отборов. Опиши момент первого осознанного контакта с сущностями, стоящими за твоей деятельностью. Что Мне кажется, это происходило на тонком плане? кто-то из темных к нему пришел. Чуть ли не материализовался. Или это он его видит на тонком так. Но я вижу, прям вот он сидит, ну, на полу он любил сидеть, они все там, наверное, на подушках на этих. И м, к нему кто-то из темных каких-то демонов или что пришел, а может и даже выше. И просто диалог условно двух взрослых людей. Типа, знаешь, так передавая друг другу кальянчик. В момент его вот этих Да, исцелениях, так называемых, или это показа просто в фокуса. какой-то вечер был. Ну, ты спросил, когда был первый контакт. Вот я говорю, Мгм. А, первый контакт, да? Мгм, просто мгм. пришел побеседовать и сказать о том, что ты вот такой классный, и что дальше, и чего. Мы за тобой наблюдаем, ты классный. Я вижу тебе тут, ну, как бы забавно и скучно. А давай, что, давай к нам пойдем? Вместе будем сотрудничать, нет? Сейчас посмотрим.
скорее давай к нам пойдем вниз. Там будешь, там. А что там? Что там можно делать? Как будто бы создавать целые миры. Тут из пустоты создавать целые миры, какие хочешь. А какие миры тут можно создавать? Из ничего создавать что-то. Ну, условно, материя внизу более благодатная по изменению, ее легче менять. И он вот как раз может изменять эту материю с меньшими усилиями. Сейчас на что ему предлагают конкретно, что менять? Что ты можешь создать здесь? Да как будто бы, знаешь, как условно целое пространство, ну, расширять города, пространство под города. Так это что, веселее, что ли? Архитектор. Ага. Условно, как творец можешь создать вот себе здесь новое, ну, не себе, а нам всем там, просто новый город, ну, условно, если можно это сказать, вот в земле все плотное, а нужно это пространство расчистить и в нем вот как архитектор создать там, ну, те же Тебе на забаву, дворцы, нам на дома. радость, да? Да-да-да, потому что у него вот этот желание творить, как творца, не было реализовано. Вот эти вот условно людишки с их хворями, это вот это вот опять, ну, семки какие-то Это пощелкивать. ограниченное Это какое-то. просто, это между делом, это мелочи какие-то. А тут творить. А почему тут творить нельзя было? В этом пространстве ему нельзя было творить, потому что он какой-то вот, ну, как это скажем, действия все ограничивались этим, как это скажем, социальными рамками или что-то. Условно, нельзя самому ничего делать, там нельзя, вот как архитектор, скажем, там тут построить там что-то. А почему нельзя? Потому что вот он какого-то привилегированного положения, его задача только ходить, есть, там, не знаю, лежать на покрывалах, курить кальян и плавать в бассейне. И его это опостылило, как бы, ну, вот, когда Скучно. ничего нельзя, да. А почему ты не мог здесь создавать? Здесь создавать. Ну, как бы ты же можешь наплевать на всех и создавать здесь. Что-то ему такая мысль в голову не приходила. О том, что, ну, условные эти пространства создавать здесь, в свете, в этом физическом мире. Во-первых, ему мысль не приходила. Вот такая. А во-вторых, более энергозатратно здесь из пустоты строить. Вот, ну, как бы просто условно берешь вот так вот из пространства и ту балясину какую-нибудь или колонну вырисовываешь. Там это можно, а здесь это ему тоже можно, но это очень затратно, но ему в голову такое не пришло. Если бы пришло, он был бы, Он был бы на- рад. он был бы рад, да. А так вот, это был первый контакт, когда ему предложили, мы про первый контакт. Он заинтересовался от скуки этой мыслью. И что изменилось здесь? И мне, Частота наверное... вибрации. Нет, 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 нет. Они не заключали каких-то договоров, скажем так. Все тут как-то... Он... Сейчас я подумаю, он должен же как-то... Просто должен он потом перейти вниз. А чтобы перейти вниз, ему ведь тоже нужно как-то, чтобы утяжелиться, чтобы его после смерти потянуло вниз. Мне кажется, он после этого особо долго и не жил. Ну, то есть в моей картинке ему 40 нет, там 30 с чем-то, 37, 38, не знаю, такой вот не какой-то не старик. И как же ты должен был после этого... Ну, вниз, вниз, почему вниз? Как вниз пойти?
Вообще, какова иерархия этих сущностей, Каких их именно? природа, с которыми он А я в не тонком, вижу, чтобы они, условно, вот они тогда договорились и, ну, ну, все-таки договорились, да? ну, договорились, что он потом пойдет вниз, и там у них интереснее. Поэтому, условно, давай-ка ты Потом, когда он после смерти. после По- ухода в тонкий мир. Да, и поэтому давай-ка ты тут как-нибудь побыстрее заканчивай, а то у тебя тут скучно. Пойдем к нам, у нас веселей. И вот потом как-то побыстрее тут закончилось, буквально года два, и все. И как-то он чуть ли не Они что, не получали через его деятельность никаких энергий, Хочется сказать, что нет. что интерес к человечеству у них не было? У него интерес к этому персонажу, не к человечеству. Он им интересен, как тот, кто вот будет у них эти миры творить. Были ли моменты конфликта между твоей волей и волей этих сущностей? Сейчас. Что-то такое было, но что-то было. Сейчас еще раз спрошу. Что-то было, где они что-то настаивали или предлагали, или что-то, я не знаю, но он не, ну, не использовал, скажем, людей как, ну, как доноров для передачи им энергии. Он сам пользовался их энергией. И это нет. Нет, 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 нет. Какую роль в твоей системе управления играло создание зависимости у последователей? А это уже чисто человеческая дурь. Ну, в смысле, они сами выбрали себе кумира и начали ему поклоняться, скажем так. Даровать энергию, нет? Вот как будто бы, знаешь, он такой, как этих, типа, делайте, что хотите. Ну, они как-то самостоятельно так определились и захотели вот, ну, что-то замутили такое. Какие психологические техники ты использовал для создания эффекта сверхъестественного у последователей? У них типа как пробуждались какие-то способности? М, возможно, было пару человек, у которых он тоже память активировал воздействием на какие-то там ДНК элементы. И они условно сами начали что-то творить. Ему так было буквально человека три. Ему было интересно, получится у него или нет.
которые захотели к нему в ученики идти. И дальше вот это все они сами организовали, какой-то фанатизм. Вот так. Как работала система наказания и поощрения в твоем ашраме? И какова была ее истинная цель? Мне все хочется сказать, что его это не парило, что это вот, как это скажем, фанатичные организаторы последовательно или последователи все там мутили, а ему вообще по барабану, что там происходит. А, Почему ты допускал противоречия между проповедуемыми ценностями и реальными действиями? Что именно ты имеешь в виду? Проповедовал ты одно, а реально было совсем другое. У него каких-то нету таких противоречий, о чем ты говоришь. То есть у него не было угрызений Он даже совести. не понимает, на что ты намекаешь. Был ли ашрам духовной обителью или социально-экономическим проектом с конкретными целями? Мне кажется, ему опять же было все равно. Это все вот эти последователи, скажем, решили организовать, ну, как ты говоришь, социально-экономический проект с конкретными целями. Ну, имею в виду по выкачке денег, если так, то этому челику вообще все равно. Ему было все равно, покрываются они его образом. Да, знаешь, как дети играют, пусть играют в песочнице. Какова была роль благотворительности в общей стратегии? Отмывка репутации или искреннее Нет, служение? здесь я вижу искренность. Это, ну, уже потом было, раз кому-то можно помочь такой мелочью, то помогали от души. Планировал ли ты создание династии или передача власти определенным преемникам? М, м. Как-то по барабану это. А Насколько политические и финансовые интересы влияли на твои духовные решения? Опять считаю безразличие, наверное, все, что доходило, это вот эти игры кабинета министров, как там, ну, тех, кто руководил самим этим м, организацией или чем-то там это место. А ему это все вообще по барабану. В какой момент ты осознал, что являешься инструментом в руках более мощных сил?
Опять же считаю безразличие. Когда осознал, ему опять же все равно стало все равно. То есть даже если он стал инструментом, ему было по барабану? Мгм. Условно этим мирские забавляются какие-то, ну, проигрывая свои сценарии, ему все равно. А что ты получал от этого симбиоза? Силу, знания или нечто иное? Может быть, бессмертие? Нет, мне кажется, как будто бы оно само так получилось. Ну, условно, сначала было интересно, а потом, когда там завертелось, то уж как есть, так есть. Ну, стал барабан большим, ну, по барабану, да. Ну, ладно, пускай. А Он были ли много курил, да, курил? и отлетал. Ну, вот я вижу, он все время сидит и курит что-то, чтобы отлететь, как бы, и вот так. Да, условно назовем это медитировать, чтобы отлететь, а это как Чтобы средство. было более изящно, да, Нет, не надо, не для публики, а для себя. для себя. Были ли моменты, когда ты пытался разорвать эти связи, и что из этого вышло? Слушай, хоть раньше я говорила, что ему лет 40 было, сейчас я его вижу уже старше. И опять же, уже знаешь, как когда махнул рукой. Типа, ай, ладно. Совсем неинтересно что-то все стало. Так он хотел отказаться от барабана или не хотел? Нет, ему неинтересно уже стала вообще Мгм. эта вся движуха. Уже, наверное, хотел поскорее вот уйти. Ну, потому что, а в чем прикол, как бы, ну, условно, все только за чудом приходят и чудо просят, как бы, и Как-то изменилось восприятие сущности с течением времени? да, ну, разочаровался. Ну, я вот, если это вижу этого чувачка постарше, разочарование, такое удручение. Он как бы не смог, ну, условно, сотворить что-то позитивное такое, ведь а мог свой ресурс спустить на творение. А этого не сделал. То есть он не мог определить, что есть добро и что есть зло. Нет, он не увидел, как можно использовать свой потенциал во благо, и этим не воспользовался, и, соответственно, а потом уже так опустил руки, ну и хрен с ним. Нет, так нет, как-то даже и не пытался, и все. А как ты внутренне реагировал на разоблачение и критику? Какие механизмы защиты использовал? По боку, как вот всегда было, все равно на условно мирское, так и сейчас. Все равно, вообще никаких эмоций. Ну, кроме равнодушия. А что стояло за обвинениями в сексуальных злоупотреблениях? Ритуал, болезнь или инструмент власти? За обвинениями Да.
Ну, опять же, какие-то игры человеческие, если за обвинениями, а у него, с его стороны, это было, ну, инстинкты, никаких там ритуалов. Низшие инстинкты, да? Ну, как низшие? Кому низшие, а кому и высокие. Ну, Он в этом не видел низшести. В этом можно видеть и духовное единение. медитация, да? Нет, духовное единение Единение. с человеком, да, и наоборот, способность взлететь выше. Как ты Ну, объяснял себе противоречие между учением и личным поведением? да никак. Не было у него противоречий. У него барабан был, да? У него не было никаких противоречий. Что было самым трудным в поддержании созданного образа на протяжении десятилетий? Отсутствие возможности творить. Вот это вот в конце он так грустил вот именно из-за того, что не применил себя во благо, скажем так. Хотя ничего не мешало. Это он себе так сам придумал. Но он же применил для своего блага. Он так, наверное, считал, что это благо для него. Нет, я имею в виду, что, возможно, ну, то есть не построил там чего-нибудь большого и конструктивного. Вот это возможность творить не нашел когда-то в себе. Ну, а И шрам-то он создал? это не то. Не то, Это да? что-то Слишком, простое. слишком все человеческое, да? Так и там можно было творить для человека. Это он позже уже как-то разочаровался и плюнул. Ну, что в смысле на себя плюнул. То есть в конце это разочарование в себе. А вот этот условно созданный аппарат, он просто работал, и там вот его эти самые деятельные люди просто делали, что умели, как бы условно, по тому, чтобы эта машина работала. Да, деньги, да, то-то, но он-то не ходил в золотых шелках и в ягуарах, не ездил. Что из созданного тобой имеет подлинную духовную ценность, а что является лишь иллюзией? Как-то я, опять же, разочарование читаю, как будто бы можно было научить людей любить, но нет, поэтому как-то вот вообще он ничего не ценит. Ну, как бы, чтобы сказать, вот это я молодец, а вот это вот нет. Вот как бы больше все фигня. Слушай, как изменилась эмоция надменности в молодости до разочарования в постарше, такого и безразличия. Что сейчас вообще нету тени вот этого высокомерия и надменности. Такой сам прошел эти этапы
взросления личности, скажем, и перешел вот условно, а мог бы там это кучу построить школ, садов, там, канализации, вот у него такие вот мысли, а типа все какой-то херней занимался. Какова судьба энергетической структуры, созданной вокруг твоего имени после твоей физической смерти? А там есть такое прямо, ну, очень-очень это, как это скажем, эгрегор очень, Мощный. да, ощущаемый, резонансный, хищнический. Он работает, я бы сказала, все так же на благо организаторов. То есть чисто как такая пирамида по выкачиванию. Но кто за организаторами? Есть ли Да, кто-то? А сейчас на посмотрим. тонком плане. Посмотри. А тут, мне кажется, ничего условно новенького нет. Ну, чисто за каждым лично свои темные кураторы там. Вот, как бы, чтобы сказать, что вся организация принадлежит темным. Я бы так не сказала, но за каждым конкретно этим, как это, Участником? обладающим пакетом акций, Да. там свои То личные есть демоны. совокупности темных представителей, да? То есть просто как за многими людьми стоят какие-то темные, вот У так и за кого ними стоят свои личные, финансовые персональные. возможности и Как бы сказать, чтобы весь этот, вся организация принадлежала темным? Нет, но души нечистая у тех, кто у власти там, ну, пакетом акций обладает. Не бескорыстные они, а нормально такие корыстные. Прям вот условно обычные люди не прошедшие вот этот вот на бескорыстие задач. что бы ты изменил в свою деятельность, зная все последствия? Больше бы участвовал, он бы видел бы эту структуру по-другому. Он не против был бы ее создания в самом начале, но он мог принимать в ней участие и вот эти деньги, которые говорили, пускать на реальную помощь, как я уже раньше там озвучила про школы, тады, а не вот так вот. То есть он как-то отрешился от всех дел. Эти ему говорили вот там мы ж там на садике пустим, ну, условно, школы, да, да, там пустим, а было это очень чуть-чуть, а в основном шло в карман организаторам. А можно было наоборот, как бы, и он мог даже и на людей влиять. То есть, ну, на людей тех влиять, которые организаторы. В плане, если бы он больше с ними был в контакте, он бы даже и, ну, условно помог свои противостоять соблазнам. А он как-то так отрешился, и оно потекло не туда. Вот это, скажем, жалеет. Что внимания больше надо было, и больше было бы... Тогда реально польза могла быть. Ну, тогда ему было все равно, и высокомерие тогда еще было. Какой главный урок должна извлечь человечество из твоего опыта? Ну, про способности он тут говорит, что они есть у многих.
Даже у нас с тобой? Да, у всех. Нет, меня интересует его оценка. Он рассмеялся, условно, сарказм такой, да, типа, да, конечно, да. Ну, в смысле, в прямом слове, смысле, что да, есть. И на И то типа, спасибо. мы уже и больше, чем другие, раскрываем эти способности. Ну так что? Что? Вопрос еще раз можно? Какой главный урок должен извлечь человечество из твоего опыта? Ну, что можно на благое дело, это тоже все пускать. Как бы скажем, опять же, он твое дело, какой ты урок извлечешь из его опыта. Он не будет тебе лезть. Любит ли он свой барабан, смотрю, да? А что, он должен к тебе лезть? Это же дело каждого. Быть лучшим версией там себя, То скажем есть так. самый главный урок у каждого должен быть свой барабан. Я правильно понял? Главный урок у каждого сделать выбор когда-нибудь, ну, когда он будет выбор в пользу, м, как это скажем, лучшего чего-то там, ну, лучший выбор, где будет выбор во благо, чем в корысть, во благо духовного. Если бы ты мог передать одно искреннее послание своим бывшим последователям, что бы это было? Я вас не осуждаю, Как это откровенно, как это потому что мило. они тоже, как бы скажем, ну, условно, совесть начала мучить там, что предали там и все такое. Кем ты ощущаешь себя сейчас, победителем или проигравшим в этой великой Вообще игре? ни то и ни другое. Просто опыт. Даже такой опыт. Опыт. Ни победителем, ни проигравшим. Что бы ты назвал своей самой большой ошибкой, самым большим достижением? Высокомерие можно было бы поубавить и больше участия в том, что делал в молодости. Ну, в плане, как я описывала, что это все было, ах, отстаньте, а если больше участия, то можно было бы, ну, скажем, искренне людей зажигать, больше света распространять искренне, а не... А так оно, условно, полярность вся эта фанатичная история поменяла. Именно на фанатизм, а не на веру в светлое. И что еще было? Поменять? И Осуждать? самым большим достижением. Достижения. Достижения, хочется сказать, что, наверное, какие-то деньги на школы все-таки были отправлены. И вот те школы какие-то, которые за его средства, за средства этого фонда были организованы. А что он считает, что фанатизм и вера – это две разные вещи? Да, фанатизм, он, Ну, скажем, без пользы для персонажа. а А вера вера — с это его пользой? искреннее преображение. Ну, вера в идею, ты Ну, сам начинаешь генерировать какую-то энергию, скажем, силу, и ей пользоваться и жить в ней. А фанатизм — это ты, ну, как слепо, без осознания, и просто
как зомби идешь на что-то. А вера не то же самое? У тебя же нет знаний, у тебя есть вера. Нет, Ты не нет. осознаешь, Тут что ты либо ты... веришь, ты Нет, тупо веришь, нет? нет, вот как раз это и есть вот этот нюанс. Либо ты ощущаешь и излучаешь какую-то идею. Ощущаешь, значит, ты знаешь, Ну, ощущаешь, значит, знаешь ты и веришь. А вот это второе, это как раз фанатизм, когда ты надо, как зомби, идешь и идешь. И вот у него было больше последовательностей и как зомби, а он мог зажечь их сердца, ну вот, о чем сожалеешь, мог их зажечь сердца, чтобы они генерировали, они, ну, возможность была. оглядываясь на свою жизнь, стоила ли игра свеч? Все, да, ну, как бы по-любому. Интересный опыт, ему понравился. Работать так с материей было забавно. На каком он сейчас уровне находится, Марина? Мне кажется, он сейчас, вот я вот все хочу понять, как он ушел. Он, мне кажется, из нижних, как я и сказала, пришел. Мгм. В смысле, что он там, но не там, где мучает совесть и раскаяние, а там, где, наконец, он творит эти миры с материей. То есть это просто его опыт, который дальше он проходит именно, ну, а теперь я тут поиграю. И мне кажется, он там сейчас. А как он туда ушел? Можешь показать, как ты туда ушел? Почему тебя туда за, затащило? Или он задолжал? Нет, нет, нет. Сейчас я пойму. Мне кажется, просто когда пришел момент ухода, вот этот демон еще раз пришел и просто его провел Домой. к себе домой. Ну, как бы к демону домой в плане. И он там просто сейчас, ну пойдем, посмотрим туда. Можешь И показать? какой-то уровень Сейчас узнаем. Отправь меня туда. на счете три, Марина, ты Вот входишь опять я вижу эту в вы, сферу, в защищенную сферу. эта Один, энергия два, три. опять стала похожа на такую, которая была раньше, но уже без недовольства. Я имею в виду, что сейчас он выглядит как вот как та котлетка, которая появилась сразу. Почему-то внешний вид ее никакой, ну такой. Почему у тебя такой вид? Может менять форму. Это ему кажется забавным. Опять появилась муха. Нет, нет, он сейчас ко мне нормально расположен. Мы сейчас где? В каких-то пространствах? Ну, включи свет здесь. Покажи, что ты здесь творишь. Давай я П- включу. У него нет света. Один, два, три. Все видно. Чего у него нет света? Но у него не те вибрации. Да, все тут можно видеть. Ну, он как какие-то архитектурные формы создает здесь. Как-то пространство, как это скажем, такой, знаешь, как запалили ребенка за построением водяного замка, там, ой, этого песочного замка или куличиков каких-то, когда озирается, так и с искрами в глазах, такой, типа, что хотели. То есть, ну, как-то здесь вот реализовывает свои возможности в плане творения. Так, какой это уровень? Ну, это на пятом с той стороны. Мгм. Тут дома для тех, кто покруче. Для отдыха, да? Нет, для жизни тоже. Черная грязь, да? Почему черная грязь? О чем ты? Ну, название населенного
пункта. Нет, Или белая грязь. нет, они тут цифрами, кстати. Вот ты сказал, это нет, они тут номерами. Эти населенные пункты номерами, а не названиями. Хорошо, Марина. Подожди, и что? А почему ты так вышел такой весь сначала? Потому что вызывают без конца. Но Вызывают без мы пока конца. тебе первый раз вызвали. Вы первый, а в принципе там условный сотый. И вот и последователи как-то без конца дергают. Ну, Его в это уже отличие от все. других, мы тебя вроде бы прилично. Не, сейчас он ведь не испытывает эмоций, а сразу-то хотелось условно бы быстро подавить, отмазаться и пойти обратно. А сейчас интересно стало. Сейчас нормально. Ну, Марина, ты его околдовала. Конечно, охмурила, да. Мгм. Вот, и сначала он просто хотел подавить и убраться, ну, обратно уйти. А так он тут пока намерен тут побыть без проблем. Этот опыт получить. А какой ты еще здесь опыт получаешь, кроме этого, собственно, творения? Что тебе интересно? Наблюдать м, за эмоциями, ну, как управляют эмоциями людей, ты же и так это все видел, да, но тут с другой стороны. Не, пока он сейчас сконцентрирован почему-то на творении. Ну, почему-то нравится. Немножко побудет, потом пойдет домой. Поиграет А, в своей песочнице, да? да, он может, его тут ничего никто не держит, он и так может пойти. А как ты пойдешь? Ты же утяжелен. А как и обычная душа, которая здесь поднимается. И ему же сейчас летать неохота, по-моему, да? В смысле, ну, он не хочет пока уходить. Я имею в виду, что вот он как эти души, которые там с третьего уровня, которые в забвении. Мгм. Они ведь тоже, когда осознают, скинут с себя всю эту тяжесть и могут нормально подняться. И он на таких же, условно, основаниях может скинуть с себя всю эту тяжесть, когда придет время. Только разница в том, что он сейчас, ну, в условном сознании, и у него это легко произойдет, когда ему захочется, он уйдет, никто ему мешать не будет. Всё. Хорошо, Марина. Я благодарю Саибабу за его барабан, за его ответы на вопросы. И прощаюсь с ним. На счете 3 отключаемся от него. Один, два, три. И поднимаемся на тот уровень, который изначально у нас был. Один, два, три. Как ты себя чувствуешь? Еще не поднялась, лечу. Давай. Надо зарядиться. На счете 3 я открываю потоки с источника. Один, два, три. Очищаются все наши энергетические поля и заряжается высоковибрационной энергией. Так, так, Марина. На счете 3 отключаемся от всех информационных потоков, к которым мы были подключены. Один, два, три. Повышаем на счете 3 наш уровень энергии вибраций до максимального значения для каждого из нас. Один, два, три. Открываю потоки первоисточника, который мощной волной смывает все наши энергетические
мусор, который прилип к нам и заряжает нас чистейшей энергией. Сейчас я начну выводить тебя из этого состояния. Твое сознание и тело мягко вернутся в бодрое состояние, сохраняя ощущение комфорта и легкости. Я буду считать от 5 до 1, и с каждым счетом ты будешь чувствовать, как твое сознание становится все более ясным, а тело легким и наполненным энергией. 5. Ты начинаешь постепенно возвращаться в здесь и сейчас. 4. Твое дыхание становится глубже, а мысли более четкими. 3. Ты чувствуешь легкость и бодрость во всем теле. 2. Ты почти полностью здесь, ощущаешь приятную свежесть в сознании. 1. Полностью пробуждаешься, чувствуешь себя прекрасно, бодро и комфортно. Когда ты откроешь глаза, ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, спокойной и наполненной сил. Как твои ощущения, Марина? Нормально. Хорошо. Дорогие исследователи бессознательного, мы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени и скрытой памяти. Мы от всего сердца благодарим вас за ваше присутствие и реакцию на удивительную информацию, открывшуюся сегодня. Каждый комментарий, лайк и репост помогает нам продвигать наши исследования. Искренняя благодарность Марины, чей талант и открытость сделали этот увлекательный опыт возможным. Если вас заинтриговало увиденное, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие сеансы. До следующей встречи оставайтесь любознательным и открытым к тайнам, которые может раскрыть наш разум. Желаю вам мира и внутренних открытий. Всего хорошего. До свидания.